Она молчала годами. Никто не знал правду. А теперь все вырвалось наружу. Севда Эргинджи. Та самая, кого называли принцессой Турции. Улыбка, в которую влюблялась страна, лицо, украшавшее обложки, и жизнь, которую считали идеальной. Но вы даже не представляете, что скрывалось за этим фасадом. Она вышла замуж, и это стало шоком. Потому что никто не знал, кто он, откуда он и почему она вдруг изменилась до неузнаваемости. Что она потеряла? Что скрывала? И почему фанаты до сих пор не могут простить ей эту свадьбу? Тайные романы, громкие слухи, исчезнувшие мужчины, странные вечера за кулисами и недосказанности в интервью – все это окружало ее с самого начала. Но Севда молчала. Она не оправдывалась, не подтверждала и не отрицала. Пока однажды не приняла решение, которое раскололо общественное мнение. Почему ее свадьба была на грани провала? Кто на самом деле стал ее мужем и почему она взяла его фамилию, рискуя собственной карьерой? Что случилось в ее прошлом, о чем она боялась говорить, и какую шокирующую правду она признала впервые за всю свою жизнь? Смотрите это видео до самого конца. Потому что только в финале вы узнаете то, что может изменить ваше отношение к Севде навсегда. Она сказала «да», и этим изменила не только свою судьбу, но и медийный ландшафт Турции. Один короткий ответ и 1000 новостных заголовков. Севда Эргинджи, актриса, которую уже называли лицом романтической эпохи турецкого телевидения, внезапно стала героиней совершенно новой истории. Без предупреждений, без намеков, без громких анонсов, она просто вышла замуж. Тихо, красиво и в своем стиле. И теперь ее имя звучит иначе. Пока поклонники все еще спорили, была ли у нее когда-то любовь и с кем из коллег ее можно было бы представить, она уже делала шаг в новую жизнь, вдали от камер, вспышек и догадок. Обычная «да» стала настоящей сенсацией. Не потому, что она скрывала отношения, а потому, что никому не дала повода заподозрить, что эти отношения настолько серьезны. На фоне бесконечных турецких романов, бурных разводов и постоянных таблоидных скандалов, ее свадьба стала чем-то на удивление тихим, но глубоким. Ни очередным шоу, ни глянцевой картинкой. Это был момент, в котором было все личное, настоящее и, по-настоящему редкое, искреннее. Никто не видел репетиций, не слышал слухов о подготовке, не вылавливал детали в сторис. Не было утечек с примерок, эксклюзивов от визажистов или фотографов из кустов. И именно поэтому, когда Севда появилась в белом, в кадре, который не кричал, а просто был «Страна замерла». Турецкие соцсети за считанные часы заполнились ее новыми снимками. Но это были не гламурные постановочные кадры. Это было настоящее, легкая улыбка, спокойный взгляд, платье, в котором важнее был не бренд, а ее состояние. На ней не модная провокация, а образ, будто вышедший из старинной открытки. И в этом было больше силы, чем в любом дизайнерском наряде. Для тех, кто следил за ее карьерой, этот поворот был неожиданным. Севда всегда держала дистанцию между собой и внешним вниманием. Она не вела хронику своей жизни и не превращала личное в контент. И потому момент, когда она впервые позволила взглянуть внутрь, стал событием, которое зрители восприняли не как очередную звездную новость, а как приглашение прикоснуться к чему-то по-настоящему важному. И когда фанаты поняли, что отныне ее фамилия другая, внутри этого маленького жеста читалось многое: новое начало, новое пространство, новая роль. Не перед камерой, а в жизни. Но кто он, тот, ради кого Севда изменила свою фамилию, ради кого решилась выйти из своей тени? Имя Эфис Сайдут еще недавно никому ни о чем не говорило. Он не актер, не певец, не медийное лицо. Он архитектор. Спокойный, непубличный и, как оказалось, человек, сумевший стать для Севды точкой опоры. Они познакомились вне света софитов, и это многое объясняет. Их история не развивалась на съемочной площадке, не начиналась с лайков и совместных интервью. Это была встреча, которая произошла в реальной жизни, среди настоящих разговоров, не на фоне камер, а на фоне идей, планов, молчаний.
Он проектирует здания. Она живет в построенных ею же образах. Два мира, которые редко пересекаются, но в их случае неожиданно совпали. И все же самое удивительное – ее решение взять его фамилию. Не просто формально, а публично. Для актрисы с именем, ставшим брендом, это шаг, сравнимый с перезапуском. Севда Эргинджи перестала быть только Севдой Эргинджи. Теперь она Севда Эргинджи Сайдут. Это не просто изменение паспорта. Это жест, в котором читается признание. Она не просто вышла замуж, она впустила это имя в свою публичную историю. Поставила рядом с собой. Не в тени, а на обложке. Это вызвало дискуссии. Кто-то счел это несовременным, кто-то символичным, но точно никто не прошел мимо. Потому что за этим выбор. Не обязательный, но сделанный осознанно. Ее поступок – редкость в индустрии, где индивидуальность часто ставится выше любых союзов. Но именно эта редкость делает шаг Севды сильным. Она не громко заявила о любви. Она просто сменила фамилию. И этого оказалось достаточно, чтобы вся страна поняла, это не мимолетный роман, не красивая история для прессы. Это реальность, которой она доверяет. Свадьба, о которой никто не знал, стала событием, которое запомнили все. Без избыточного блеска, без громких имен в списке гостей и без длинных сториз с поздравлениями, просто вечер в Измире. Море, близкие и ощущение, что каждый элемент этого дня был выбран с мыслью. Это для нас, не для всех. Церемония проходила на открытом воздухе, под мягким светом, среди людей, которым действительно позволено быть рядом. Никаких фальшивых улыбок, никаких инфлюенсеров, пришедших для охвата. Только те, кто знает, как звучит ее голос вне ролей, кто видел ее не на экране, а уставшей, растрепанной, настоящей. Она не выбирала платье, чтобы удивить. Не искала наряд, который потом разобрали бы стилисты. Простое, изящное, сидящее по ней так, как сидит уверенность. В нем не было желания понравиться. Было ощущение, что оно – продолжение ее самой. На лице почти незаметный макияж. Не потому, что натуральность в моде, а потому, что ей не нужно было прятаться за образом. А вместо фаты – тонкий белый аксессуар с вуалью, больше похожий на деталь из фильма 60-х. В этом выборе тонкий вкус и отсутствие желания что-то доказывать. Она и так знала, что выглядит красиво. Но не ради фото. Ради себя. Он стоял рядом в темном костюме, таком же сдержанном и спокойном. Без экспериментов, без показной элегантности. Они смотрелись как пара, которая не пытается соответствовать, а просто совпадает. Фотографии с церемонии не вышли в глянец на следующий день. Они попали в сеть неофициально, но именно поэтому вызвали такую реакцию. Люди не ожидали. Люди не были готовы. И именно потому, когда увидели Севду с Эфисом, в этих кадрах, пропитанных настоящим светом, никто не мог остаться равнодушным. В этих снимках не было поз. Не было репетиции. Они стояли, смеялись, смотрели друг на друга, и это выглядело лучше любого постановочного кадра. Публикаций было немного, но каждой из них было достаточно, чтобы вызвать лавину комментариев, поздравлений, эмоций. Кто-то писал, что она выглядит как героиня старого турецкого фильма. Кто-то, что она наконец нашла того, кто действительно рядом, а не рядом для фото. Но главное, в этих фото читалось не событие. Читалась перемена. Не карьерная, не внешняя, а внутренняя. Севда позволила себе быть счастливой не в кадре, а в жизни. И этот момент стал точкой, откуда начинается не просто новая глава, а новый стиль ее присутствия в этом мире. С того самого дня, когда фото со свадьбы разлетелись по сети, в комментариях начали появляться одни и те же слова «Принцесса Турции». Это прозвище родилось не вчера, но именно сейчас оно стало звучать особенно точно. Не из-за короны, не из-за платья, а потому что в ней есть то, что нельзя создать гримом или отрепетировать перед зеркалом: естественное благородство.
Севда никогда не была той, кто идет за трендами. Ее стиль – это не яркие заголовки, а тихая уверенность. Она не стремится эпатировать. На красных дорожках – минимализм и вкус. В интервью – сдержанность и точность. Даже в самых эмоциональных ролях она не теряет этой странной, почти аристократической гармонии. Как будто в любой ситуации знает, где она, зачем она здесь, и где проходит та самая тонкая грань между быть и казаться. Именно это сделало ее иконой. Не кричащая красота, а тихая сила. Улыбка, в которой нет вызова, но есть уверенность. Манера держаться, в которой сочетаются мягкость и границы. Она не старалась понравиться, она просто была собой. И именно это зрители полюбили в ней сильнее всего. В индустрии, где слишком много тех, кто готов меняться ради роли, ради охватов, ради контракта, Севда осталась собой. В каждом проекте узнаваемая, но разная. В одном наивная, в другом жесткая. Где-то ранимая, где-то решительная. Но всегда честная. И в кадре, и за кадром. Это редкий дар – быть настолько органичной, чтобы тебя воспринимали не как персонажа, а как человека. И в ней это работает с особенной точностью. Потому что ее внешность не просто красивая оболочка, а инструмент, через который она пропускает образы, эмоции, смыслы. И все это без скандалов, без резких заявлений, без желания громко заявить о себе. Даже когда ее называли одной из самых красивых женщин турецкого экрана, она не делала из этого титула оружия. Наоборот, оставалась в тени, пока ее работа не говорила за нее. Ее секрет прост, в ней нет фальши. И, может быть, именно поэтому слово «принцесса» к ней так прилипло. Не как символ статуса, а как ощущение. Потому что это не про короны и дворцы, а про то, как человек умеет нести себя спокойно, мягко и достойно. До того, как Севда Эргинджи впервые вышла в белом под вспышками камер не как актриса, а как женщина, выбравшая свою любовь, ее личная жизнь была сплошной загадкой. Не было громких романов, публичных признаний, сенсационных интервью. И именно это подогревало интерес к ней еще сильнее. Вокруг ее имени всегда витал ореол таинственности. Она не пряталась, но и не пускала близко. Каждый кадр с мужчиной рядом становился поводом для догадок. Журналисты строили теории, фанаты собирали фрагменты информации, как мозаики, кого она могла полюбить, с кем встречалась, кому улыбалась чуть теплее обычного. Ее связывали с разными именами, партнерами по сериалам, актерами, с кем ее видели за кулисами, на вечеринках, мероприятиях. Упоминались громкие фамилии, писали о взглядах, задержанных дольше обычного, об общих поездках, загадочных совпадениях в геолокациях. Но все это оставалось на уровне догадок, ни одного подтверждения, ни одного комментария. Она будто сознательно оставалась в стороне от игры «Угадай, с кем она сейчас». И в этом было что-то упрямо спокойное, как будто Севда говорила: «Моя жизнь вне сцены не для того, чтобы ее обсуждали. Ни для обложек, ни для лайков. Для меня». И, надо признать, она умела сохранять границы. В эпоху, когда знаменитости сами ведут хронику своего дня, делятся с подписчиками каждым шагом, Севда молчала. Не потому, что ей нечего было сказать, а потому, что говорила только в нужный момент. И когда она это сделала, это имело эффект разорвавшейся тишины. Никаких намеков на подготовку, никаких фото с примерок, ни одного поста с кольцом или цветами. До свадьбы никто не знал, и тем сильнее прозвучала новость, когда она появилась в сети уже в новом статусе. Это был не пиар-ход. Это был выбор человека, который умеет хранить личное по-настоящему личным. И, может быть, именно поэтому ее история вызвала такой отклик. Потому что за этой сдержанностью чувствовалась настоящая глубина. За молчанием – решение. И за скромной церемонией – любовь, которой не нужно было подтверждений. Чтобы понять, как Севда Эргинджи научилась так точно чувствовать границы между личным и публичным,
стоит вернуться туда, где все началось, в Стамбул, в обычную семью с необычной культурной палитрой. Отец – выходец из Мордина с арабскими корнями. Мать – турчанка, чьи предки родом из Македонии. Смешение традиций, языков, взглядов, привычек. И в этом многообразии формировалась та самая Севда, которую потом узнает вся страна. С детства в ней жила сцена. Это не была мечта стать знаменитой, она просто хотела рассказывать истории. Через движение, взгляд, голос. Родители не сразу поняли, насколько серьезно все это. Но заметили, на утренниках и школьных постановках Севда не играла, она переживала роли по-настоящему. Каждый выход, как будто она рождалась заново. Она не родилась в артистической династии. Не было агентств, связей, продюсеров в телефоне. Но была поддержка. И иногда именно она решает судьбу. Родители не останавливали, хотя понимали, насколько непростой будет эта дорога. Сложно отпустить ребенка в индустрию, где слава переменчива, конкуренция жестка, а признание приходит далеко не ко всем. Но они дали ей главное – свободу пробовать. Ее путь начался не с сериалов, не с кастингов на главную роль. Все начиналось с театральной студии, с кружков, с маленьких сцен, где зрителей меньше, чем актеров. Но именно там Севда училась стоять под светом прожектора так, чтобы в зале было тихо. Училась не кричать, а звучать. Не играть, а быть. И именно тогда, еще подростком, она поняла, актерство для нее не просто способ самовыражения. Это язык, на котором она может говорить с миром. И когда ее заметили, это было не везение. Это было следствие труда, упрямства и точного внутреннего понимания. Другого пути для нее не существует. С тех пор сцена перестала быть мечтой. Она стала ее реальностью. Но Севда вошла в профессию не шумно. Без ярких дебютов, без сенсаций. Она пришла тихо. Но каждый ее следующий шаг становился все громче. Поворотным моментом стала роль, которую она получила в 2013 году. Сериал «Карагюль» – один из тех проектов, где драма становится национальным разговором, а герои – частью повседневной жизни миллионов. Севде досталась роль Айши, и с первых серий стало ясно, она больше не просто актриса, ищущая себя. Она – часть большой истории. Проект оказался масштабным. 125 серий, сотни сцен, съемки, которые длились месяцами. «Карагюль» стала испытанием на прочность и трамплином одновременно. В роли Айши она прошла путь от наивности до зрелости, и зрители прошли его вместе с ней. Потому что верили. Потому что чувствовали, что она не изображает, она живет. После «Карагюль» все изменилось. Ее стали узнавать на улицах. Фанаты писали письма, рисовали портреты, создавали фан-клубы. Режиссеры начали звонить напрямую. Глянцевые журналы приглашали на фотосессии. Ее лицо появилось на обложках, ее голос звучал в интервью. Но, главное, она осталась той же Севдой. Слава не стала для нее ловушкой. Она не пошла по пути громких ролей ради рейтинга. Не начала выбирать проекты, чтобы казаться, а не быть. Наоборот, после «Карагюль» она стала еще внимательнее к тому, что и кого играет. Потому что поняла, ее смотрят, ей верят. А это значит ответственность. Сериал принес ей не только узнаваемость, но и статус. Она больше не была молодой актрисой с потенциалом. Она стала именем. Той самой Севдой Эргинджи, которую хотели видеть в новых историях. Которой доверяли сложные роли. Которая уже не пробовалась на проекты, ее ждали. С этого момента ее карьера пошла вверх, но не по прямой. Она не спешила. Не хваталось за все подряд. Каждый следующий шаг был выверен, и в этом стиль Севды. Не просто двигаться, а двигаться туда, где есть рост. Где есть настоящие эмоции. Где она может проживать, а не повторять.
Карагюль остался в прошлом, но стал точкой, где Севда впервые поняла, что такое быть в центре внимания и не потеряться. И именно оттуда начинается ее путь как актрисы, которые привыкают не как к звезде, а как к части своей жизни. После «Карагюль» она не растеряла темп. Наоборот, начала строить репутацию актрисы, способной на большее, чем просто быть красивым лицом в кадре. Один за другим в ее фильмографии появлялись сериалы, каждый из которых раскрывал ее по-новому. Не повторяясь, не застревая в одном амплуа, она словно проверяла себя, насколько глубоко может заходить, насколько правдиво проживать. Татлы Инткам, Исаак Эльма, Вер Елене Аск, Севги Джейкми, Уянш Буюк Селчуклу, каждый проект добавлял к ее образу новые грани. Где-то она была легкой, почти воздушной, влюбленной, ранимой. Где-то холодной, решительной, драматичной. Режиссеры быстро поняли, Севда умеет не просто играть роль. Она умеет становиться ею. В ней оказалось то, что невозможно научить. Внутренний слух на эмоцию. Интуитивное понимание того, когда нужно молчать, чтобы сказать больше, чем словами. Камера ее любила, но не как эффектную фигуру в кадре, а как личность, которая умеет говорить глазами, жестом, паузой. Именно это сделало ее актрисой, с которой начали работать те, кто ищет не шаблон, а глубину. Она не боится сложных персонажей. Не боится быть уязвимой. Не боится быть некрасивой, если того требует история. Потому что знает, за правду зритель всегда благодарен. С годами она выстроила экранную репутацию не просто профессионала, а актрисы с характером. Ее выбирают не по количеству подписчиков, а потому, что она несет с собой доверие. Ее участие в проекте – это знак качества. Это гарантия того, что история не будет пустой. Севда не останавливалась только на телевизионных проектах. Она пробовала себя в коротком метре, участвовала в театральных постановках. И каждый раз не ради титулов, а ради развития. Ее интересует не только экранный успех. Ее интересует рост, личный и профессиональный. И вот тут проявляется главная ее сила – универсальность. Она не принадлежит одному жанру. Она способна растворяться в любом. И при этом в каждом проекте остается собой. Сильной, точной, честной. И это не редкость. Это уникальность. И все же телевидение – лишь одна сторона ее пути. В 2015 году Севда Эргинджи сделала шаг за его пределы на большой экран. Дебют в фильме «У Кларда Арама» стал для нее важным экспериментом. Кино – другой темп, другой ритм, другой способ говорить со зрителем. Здесь нельзя прятаться за эпизодами и длинным сезоном. Здесь нужно быть точной сразу, с первого кадра. И она справилась. Фильм не стал громким блокбастером, но именно это дало ей пространство. Без давления. Без завышенных ожиданий. Она получила возможность быть не телезвездой, а актрисой в чистом виде. И зрители увидели другую Севду. Более собранную. Более взрослую. Более кинематографичную. С тех пор двери киноиндустрии для нее открылись не широко, но достаточно, чтобы дать понять, ее талант не ограничен форматом. Она может звучать в большом кадре так же убедительно, как и в сериальной драме. А критики впервые заговорили не только о внешности, но и о выразительности, о подаче, о внутреннем напряжении, которое она умеет держать. В отличие от многих коллег, Севда не бросилась штамповать проекты один за другим. Она по-прежнему выбирала осознанно. Порой слишком осторожно. Но в этом и была ее стратегия – не расплескать себя, не потеряться в количестве, не превратить карьеру в гонку за упоминаниями в прессе. Для нее важно было другое – качество. Каждая роль в кино – это способ выйти за рамки. Почувствовать новый жанр, новый язык, новое дыхание. Она изучала, наблюдала, впитывала. И каждый раз возвращалась на съемочную площадку чуть более уверенной в себе. Чуть более зрелой.
Критики быстро отметили ее особенность – она не играет на публику. Она работает на глубину. Это дает ей шанс в будущем выйти на новый уровень. Стать той, кто сможет быть интересной не только в Турции, но и за ее пределами. У нее есть то, что нужно для этого – пластичность, эмоциональная точность, экранная харизма. Сейчас ее киношаги еще аккуратны. Но направление ясно. И если Севда решит пойти в сторону большого кино по-настоящему, у нее уже есть все, чтобы сделать это не просто успешно, а убедительно. Свадьба с Эфисом Сайдутом стала не финальной точкой, а началом нового этапа, спокойного, зрелого и удивительно уверенного. После нее Севда не исчезла. Она не ушла в семью, как часто бывает. Она осталась, но в новом качестве. Теперь ее образ на экране и за его пределами словно приобрел дополнительную глубину. В ее взгляде стало больше тишины, но меньше сомнений. Она не делала громких заявлений о том, что теперь все изменится. Но зрители это почувствовали. Севда стала больше делиться не подробностями, а состояниями. В ее социальных сетях стали появляться кадры, где она не позирует, а просто живет. Рядом муж. Взгляды, моменты, жесты. Ничего лишнего. И в этом вся она. Семья не стала стеной, за которой она спряталась от публики. Скорее, основой, на которой теперь держится ее профессиональное развитие. Удивительно, но именно с этого момента к ней стали чаще приходить предложения, в которых раньше могли сомневаться, роли более зрелые, многослойные, психологически сложные. Ее героини больше не только влюбленные девушки. Это женщины, прошедшие. Женщины, выбирающие. Женщины, которые знают, кто они. Зритель, который следил за ней с времен «Карагюль», растет вместе с ней. И это редкий случай, когда актриса не боится меняться вместе со своей аудиторией. Не держится за прошлые амплуа. Не цепляется за образ, который принес успех. Она идет дальше. И делает это спокойно, без спешки. Без громких слоганов. Просто идет. Новые проекты, в которых она появляется, отличаются не только по жанрам, но и по качеству. В них больше пространства для игры, больше ответственности. И, кажется, именно сейчас она входит в свой профессиональный пик, тот самый возраст, когда актриса уже не просто исполнительница, а соавтор своей роли. Семейная жизнь не уменьшила ее, а дополнила. Теперь в ее лице читается не только красота, но и внутренняя зрелость. Она не просто стала женой, она стала цельнее. И эта целостность ощущается в каждой сцене, в каждом ее появлении на экране. Будущее Севды Эргинджи сейчас напоминает кадр, на котором вот-вот начнется следующая сцена, крупный план, легкая пауза, и в глазах тот самый свет, который всегда предвещает поворот. У нее есть все – опыт, востребованность, репутация, свобода выбора и то редкое качество, за которое зрители идут за актером годами доверия. Критики уверены, впереди у нее новые горизонты. Возможно, большой киноформат. Возможно, международные проекты. У нее есть не только талант, но и внешность, понятная разным культурам. Она легко может вписаться в европейский артхаус или в ближневосточные драмы. Но главное, она готова. Внутренне. Профессионально. Человечески. При этом она никуда не торопится. И это часть ее силы. Время работает на нее. Она не боится быть вне кадра, не боится пауз, не боится отказывать. Потому что знает, возвращение всегда мощнее, когда оно сделано вовремя. Севда сумела добиться редкого баланса. Она успешна, но не поглощена славой. Она красива, но ее ценят не только за внешность. Она популярна, но не потеряла личное. В ней нет конфликта между актрисой и женщиной. Они идут рядом. И, кажется, впервые в идеальной гармонии. Сейчас она на пороге нового витка. Сзади – путь от театральных студий до национальной любви.
впереди все, что она выберет сама. И, возможно, именно этот момент, когда личное счастье и профессиональная зрелость совпали, станет началом ее самой яркой главы. Потому что настоящие истории не заканчиваются свадьбой. Они начинаются после нее. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась эта история, поддержите нас лайком, это очень важно для продвижения. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые вдохновляющие сюжеты о жизни, чувствах и настоящих героях. А в комментариях обязательно напишите, что вы думаете о Севде Эргинджи и какой ее образ запомнился вам больше всего. До встречи в следующем видео.